Приветствую всех на моем канале Петельки из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня мы разберем с вами еще один узор, который использовал Брунелло Кучинелли для своих летних изделий в этом году. Вот посмотрите сначала фотографии, чтобы не быть мне голословной. Узор очень простой, но если подобрать правильно пряжу, в оригинале связанной из тонкого льна, может даже с шелком, то будет очень красиво смотреться. Вот я связала один образец. Так, намного рапортов, да, рапорты. Значит, раппорт, трудно сказать сразу сколько, потому что вы можете использовать, в оригинале использовано 7 петель, дорожка 7 петель лицевых и посередине 2 петли. Значит, раппорт получается 7 плюс 2. Но можно вязать, в принципе, по-разному. Я уже попробовала вязать другое количество петель вот посерединке, и тоже получается очень красиво. Вот единственное, только мне этот вариант не отпарен еще, но вот здесь, смотрите, я провязала всего 3 петли посерединке и ту же дорожку использовала. Видите, смотрится тоже очень красиво. Можно, я думаю, можно и 5 посерединке взять, и 4, как вам больше нравится, вот какая у вас толщина ниточки и что вам больше подойдет. Причем вот этот узор очень хорошо смотрится, как ни странно, с изнаночной стороны. Мне он даже нравится намного больше. Вот посмотрите. Не знаю, почему использован тот. Ну, как бы это на ваше усмотрение. На самом деле мне вот этот вариант больше нравится. И сейчас мы с вами провяжем. Я вам покажу, как вяжется. Вяжется очень легко. Всего 4 ряда. Значит, я набрала на спицы. Вот уже запутались мои спицы. Так, я набрала на спицах уже петельки, провязала 2 ряда туда и обратно. Значит, я сейчас попробую вязать из 5 петель. Значит, 5 петель и 2, 5 и 2, 5 и 2. Естественно, значит, набираете, если вы вяжете поворотным вязанием, то у вас идет раппорт 5 и 2, 7 петель, 5 и 2, 7 петель и 5 для симметрии и по одной кромочной с каждой стороны. Итак, в первом ряду что мы делаем? Значит, кромочную, естественно, я снимаю, провязываю 1, 2, 3, 4. И в этом ряду каждая последняя петелька вот этой полоски, не считая последней, потому что последняя уже кромочная идет, мы будем провязывать вот последнюю петельку, мы будем провязывать вместе с изнаночной. И для этого мы поменяем стенку, чтобы вот эта изнаночная спряталась у нас, и провяжем вместе. Вот у нас получается 5 петель. Но чтобы количество петель не изменилось, мы делаем накид и изнаночную. Опять 1, 2, 3, 4. Я вяжу классикой, поэтому в данном случае мне надо менять стеночку, чтобы провязать 2 петельки вместе с наклоном влево. Значит, я меняю стенку, возвращаю эти 2 петельки и провязываю одной петлей. Делаю накид и провязываю изнаночную. И вот эти 5 петель следующие у меня, я вам сказала, они идут у меня для симметрии, поэтому в данном случае я ничего делать не буду, потому что последнюю петельку мне не с чем провязать, идет уже кромочная. Вот это мы провязали с вами первый ряд. Второй ряд мы разворачиваемся по изнанке. Вы вяжете так, как у вас все петельки смотрятся. То есть у вас получается 5 изнаночных, да, и 2 лицевых. Значит, если вы вяжете полосочку из 5, значит 5 изнаночных. Если из 7, то 7. Если из 3, значит 3. В общем, то количество петель, которое вы выбрали на полоску. Вот очень удобно, что можно брать любое количество петель, как вам больше нравится. Значит, вот это второй ряд раппорта. Значит, я как сказала, говорила, вяжите так, как петельки у вас смотрятся, а накид вы провязываете тоже лицевой петлей. Так, вот мы провязали 2 ряда с вами. Теперь разворачиваемся. 3-й ряд. Теперь мы будем делать наоборот. Если мы здесь сделали в конце этой косички, теперь мы будем делать в начале
вот этой полосочки, не сокращение, а 2 вместе вязать. Поэтому вначале здесь, так как здесь нищим, я вязать не буду. И вот эту полоску я провязываю сейчас просто 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Одну изнаночную. И теперь я буду уже вот с этой стороны первую петлю провязывать с изнаночной вместе. Здесь мне менять стенку не надо. И чтобы не поменялось количество петель, надо будет сделать здесь накид. И вот провязать вот эти 2 петельки вместе. И дальше продолжаем полоску. 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем одну изнаночную. И опять вот первая петля с изнаночной будет вместе. Но чтобы не поменялось количество, я делаю накид и провязываю 2 петельки вместе. И заканчиваю мой ряд до конца. Это был 3-й ряд раппорта. И 4-й ряд опять так, как у вас смотрятся ваши петельки. То есть кромочную мы снимаем. И я вяжу 1, 2, 3, 4, 5. Так как у меня 5. 2 лицевые теперь. Накид и лицевая провязываются лицевыми. Потом опять 2, то есть 5 петель изнаночных. Опять лицевая, лицевая. И 5 петель изнаночных. Вот и весь раппорт этого рисунка. Очень легко. И для летних изделий смотрится хорошо. Значит, вы поняли, в первом ряду раппорта мы делаем последнюю петлю с изнаночной вместе, меняем стенку, не забываем накид. А в 3-м ряду мы делаем вместе первую петлю от полосочки с изнаночной. Стенку менять не надо, это для тех, кто вяжет классикой, но не забывайте тоже делать накид. Вот, в принципе, и все, что я хотела вам сегодня показать. Думаю, что этот узор кому-то понравится, и вы будете его использовать для своих летних изделий. Да? Вот здесь вот уже видно, что получается вот тот же вариант, что вот здесь. Да? Еще раз повторюсь, мне этот вариант больше нравится. Вы напишите, что вам больше нравится. Да? Вот. Так что на сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана.